Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на долгожданные новинки от Tagin, а именно на подствольный гранатомет TAG-35 и выстрелы на вышибном заряде для этого гранатомета TAG-35D. TAG-35 является репликой гранатомета ГП-34, который был разработан на Ижевском оружейном заводе в начале 2000-х годов, как конкурент тульскому ГП-30. В сравнении с предшественниками ГП-34 имеет повышенную надежность работы и безопасность при обращении с ним. Также изменилась конструкция прицела. Она обеспечивает более удобное и более быстрое прицеливание при ведении настильной и навесной стрельбы. В настоящее время гранатомет ГП-34 состоит на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также МВД и ФСБ, а еще он поставляется на экспорт. Страйкбольный гранатомет TAG-35 практически полностью выполнен из легкого и прочного авиационного алюминия. Все нагруженные детали выполнены из стали. Кстати, эти самые стальные детали и привели к удорожанию гранатомета по сравнению с изначально планируемой ценой. С одной стороны, это, конечно, минус, но с другой стороны, надежность гранатомета сильно повысилась. Если честно, я не знаю, что нужно с ним сделать, чтобы его сломать при штатном использовании. При этом гранатомет не тяжелый и весит всего 750 грамм. Баланс автомата с ним, конечно, немного заваливается вперед, но не критично. Как и боевой аналог, TAG-35 может устанавливаться на автоматы АК-74 серии, АК-103, АКМС, АКМ и новые АК-12 и АК-15. На автомате гранатомет фиксируется за Т-образную площадку в нижней части газовой каморы и втулку передней оковки цевья. И тут есть важный нюанс. Как правило, на страйкбольных репликах АК расстояние от газовой каморы до передней оковки цевья отличается от такового на боевом автомате. Поэтому при установке автоматический предохранитель гранатомета не доходит до втулки на передней оковке цевья. Как следствие, гранатомет не стреляет. Для решения этой проблемы в комплекте поставки имеются две пластиковые проставки для установки на автоматы АК-74, 103, АКМ и для АК-12 от LCT. Их нужно надеть на ствол и зафиксировать на выступающей части оковки цевья. После этого можно устанавливать сам гранатомет. Для АК-12 от LCT дополнительно можно установить специальный зажим, который фиксирует рамку гранатомета к респланке цевья. С ним крепление будет более жестким и надежным. Фиксируется гранатомет при помощи подпружиненной защелки. Чтобы снять его с автомата, нужно нажать эту клавишу и сдвинуть гранатомет вперед и вниз. На охолощенный АК TAG-35 встал как родной, без малейших люфтов. Соответственно, на все АК, которые точно копируют размеры боевых АК, гранатомет устанавливается без всяких проставок. Как и у боевого аналога, выстрел в TAG-35 вставляется с дульной части и фиксируется до щелчка. Чтобы извлечь несработавший выстрел, с левой части гранатомета есть клавиша экстрактора, нажав которую выстрел выталкивается из ствола. Выстрелы выглядят очень антуражно. По форме и внешнему виду они полностью копируют выстрелы ВОК-25, за исключением направляющих для нареза. Предвкушая ваш вопрос, нет, боевой ВОК не получится запихать в TAG-35, хотя и там калибр 40 мм. Нарезы в стволе страйкбольного гранатомета отличаются количеством, глубиной и шириной. Размеры казенника у TAG-35 тоже отличаются от боевого. Сейчас в продаже имеются выстрелы двух типов: TAG-35D с 4-секундной задержкой и TAG-35UD с контактным инициатором и 4-секундной задержкой. В будущем еще появятся выстрелы с 8-секундной задержкой, про них я тоже расскажу, но не прямо сейчас. Основные достоинства TAG-35 — это простота в использовании, надежность конструкции, копийность по отношению к боевому образцу и просто отличные стрелковые характеристики. Для работы гранатомету не нужны ни газ, ни аккумуляторы. Да, принцип работы выстрелов пиротехнический, с электроинициатором, но нужный для инициации заряд вырабатывается во время нажатия на спуск крохотным генератором энергии. И нет, это не пьезоэлемент, как вы уже, наверное, подумали. Как вы понимаете, пиротехнический заряд никак не зависит от погодных условий и температуры на улице. Это огромный плюс, так как даже у прекрасно работающих МЛ-36 и TAG-15 на СО2 может не вовремя кончиться газ в баллончике и упасть давление от СО2 из-за холода.
Такое, кстати, уже случалось на моей практике. Казалось бы, проблему можно решить использованием ВВД-кита для МЛ-36, но тут тоже не все так радужно. С установленным баллоном гранатомет уже нельзя использовать как подствольный, а значит, его придется таскать с собой как отдельное оружие. Стоимость вот такой сборки примерно 60 тысяч рублей. Да и ВВД сопла все равно может замерзнуть при температуре в минус 25 градусов. У меня такое тоже было. В свою очередь, ТАК-35 на фоне любых газовых систем и систем с аккумуляторами это максимально простое и функциональное изделие. Вставил выстрел, прицелился, нажал на спуск, бахнул. Стрельнул раз 30, разобрал, почистил баллистолом. Все точно так же, как с боевым гранатометом. Да, ТАК-35 точно так же, как и боевой гранатомет, после определенного настрела нужно чистить. Для этого, кстати, в комплекте есть специальная щетка-банник. Процесс чистки также идентичен боевому гранатомету. Снимаете ствол, ветошью протираете казенник от нагара и банником с оружейным маслом для чистки очищаете ствол. Насухо протираете тряпкой и собираете. Посмотрев, как этот гранатомет стреляет, многие из вас наверняка упрекнут. А где же грохот выстрела, пламя из ствола на полметра и запах пороха? Будем честны, что многие только из-за этого любят гранатометы на пиротехническом заряде. Да, это реально все круто, но это не про реализм. Суровая реальность заключается в том, что боевой подствольный гранатомет стреляет без всех этих спецэффектов. Пламя выстрела почти незаметно, столба дыма тоже нет. Разработчики специально сделали так, чтобы при выстреле из гранатомета отсутствовало открытое пламя. Во-первых, это было связано с повышением стрелковых характеристик. Во-вторых, это пожаробезопасно. Ну а в-третьих, это не демаскирует стрелка. Конкретно мне для тестов в руки попала одна из первых версий гранатомета с прицельными приспособлениями первой версии. А вот выстрелы я получил уже не тестовые, а модернизированные, которые пошли в серию. Таким образом, в конкретно моем случае прицельная сетка не совсем соответствует по расстоянию траектории полета. Выстрел летит дальше и правее, чем нужно, но из-за того, что гранатомет стреляет точно и единообразно, брать нужные поправки особого труда не составляет. Стреляя из гранатомета в первый раз, боец с третьего выстрела попал в башню БМП-2 на дистанции 150 метров. Практика показала, что если прицелиться по отметке 50 метров, то выстрел улетит метров на 70. По отметке 100 метров, то выстрел улетит правее и на 115 метров. Деривация уводит вправо. Да. Я взял в левый край машины по центру. Соответственно, сейчас мы будем брать в левый край машины по низу, под обрез цели. Ага. Есть. Было попадание сверху корпуса. Супер. То есть со 110 метров мы поразили цель. Да. Дистанция 150 метров. По отметке 120 метров выстрел улетит еще правее и на 140 метров. Если прицелиться по отметке 150 метров, то выстрел взорвется в воздухе, не успев долететь до земли. Мое предположение, что если бы задержка была больше, он бы улетел метров на 170. По-моему, по ней. Да. Прям по центру башни. Я себе. 150 метров попадание в центр башни. Уже после отстрела я обнаружил, что прицельные приспособления регулируемые по вертикали и горизонтали. Соответственно, можно было пристреляться, настроить и минимизировать все эти поправки. Еще, насколько я понял, таги планируют выпустить обновленные прицельные планки, которые в случае необходимости можно установить уже на имеющийся гранатомет. Благо, планки съемные. На прицельной планке есть отметки для стрельбы по минометному. И они, как выяснилось, нужны не только для антуража. Со временем таги планируют выпустить выстрелы с 8-секундной задержкой для стрельбы навесом, как из миномета. Если все так и будет, то покупая ТАК-35 вы получаете еще и миномет, из которого, судя по отметкам, можно будет прицельно стрелять на дистанции от 100 до 150 метров.
Еще один интересный момент. При выборе дистанции на прицеле мушка автоматически смещается по горизонтали. Это нужно, чтобы вносить поправку на снос вращающегося выстрела из-за деривации в полете. Точно такой же способ реализован и на боевом ГП-34. То есть таги не только скопировали траекторию полета выстрела, но и адаптировали под нее прицельные приспособления. Лично я считаю, что Tag Innovation в очередной раз совершили революцию на рынке страйкбольной пиротехники, серьезно задрав планку. Посудите сами, Tag-35 выполнен из авиационного алюминия и стали, и внешне практически полностью реплицирует боевой ГП-34, кроме пары мелких деталей, которые защищены авторским правом. Он очень точный и дальнобойный. Для работы не нужны ни газ, ни аккумуляторы, а это значит, работоспособность мало зависит от температуры и погоды. Все обслуживание гранатомета сводится только к периодической чистке от нагара, как в боевом гранатомете. Когда я делал обзор на ML36 с ВВД китом, я назвал его лучшим образцом вообще всего стреляющего в страйкболе. Похоже, сейчас это звание переходит Tag-35. Реальный минус я вижу у него только один. Из-за него мне придется покупать себе АК, так как на другие привода он не встает. Это реально серьезный минус, над которым производителю определенно стоит поработать. Приобрести данный гранатомет можно в магазинах страйкбольной пиротехники, например, в магазине Бабахи он точно есть. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, жать на колокольчик. До скорого!